Если честно, я не планировал поездку в Непал. Я слышал, что в Непале красивая природа и все туда едут в трекинг, покорять горы. Полетел я туда случайно, потому что у меня закончился срок индийской визы и мне нужно было выехать из страны. Непал как раз отменил все ковид-ограничения и билет из Дели стоил всего $80. На тот момент у меня не было никакого маршрута по поводу мотопутешествия. Я решил, что сориентируюсь просто на месте. Получив визу на 30 дней, я купил сим-карту прямо в аэропорту, сел в такси и отправился в туристический район Катманду, Тамели. Прямо в такси ушлый местный мне уже начал предлагать всевозможные услуги по трекингу в горы, аренды мотоцикла и вообще любым вопросам. И я по глупости с ним обменялся телефонами, и потом он меня бомбил сообщениями все мое время нахождения в Непале. Каких-то конкретных адресов по аренде мотоцикла у меня не было, и чтобы хоть знать примерные цены, мне нужно было найти несколько предложений и сравнить. Недалеко от своего отеля я нашел целую улицу, где торговали исключительно шлемами и мотоциклами. Там же я нашел пару предложений проката. Мне предложили новую Yamaha FZ 150 кубиков за 1500, но после торга цена была снижена до 1300. И пару красачей Honda по 2300 рупий. Хонду я перестал рассматривать сразу, так как это было для меня слишком дорого. Еще в одном месте, где торговали мотоциклами, мне после долгих уговоров предложили потрепанный байк за 3500 рупий. Я был возмущен такой наглостью, но виду не подал, а просто ушел. Также я рассматривал вариант покупки мотоцикла и потом обратной его продажи. Старый Bajaj Pulsar мне предложили купить за $1700. Такие цены на технику обусловлены тем, что в Непале очень высокий налог на авто и мототранспорт, около 300%. К слову, такой же байк в Индии я мог бы купить за $400–500. Короче, покупку байка в Непале я решил сразу нереальной. Вариант Yamaha FZ за 1300 меня вполне устраивал, но я решил найти еще что-нибудь. В каком-то блоге о Непале были координаты бюро по аренде транспорта, и я отправился туда. Дорога привела меня в тупик, в котором находился прокат мотоциклов. В прокате имелись всего лишь два варианта – Pulsar 150 и 250 кубиков. Оба мотоцикла были уже не новые, но в очень хорошем состоянии. После торга с владельцем я договорился взять Pulsar 150 кубиков за 1100 рупий. Я взял его еще потому, что он был с царапинами, и в случае каких-то падений это было бы не так страшно. Впоследствии я об этом как раз и не пожалел. На следующий день мне уже не терпелось покинуть шумный Катманду, но все-таки я решил посмотреть достопримечательности города и пешком отправился на легендарную площадь Дурбар. Вход на эту площадь в Непале платный и для туристов стоит 1000 рупий. На основных входах стоят маленькие чекпосты, где контролеры наблюдают за проходящими местными жителями, чтобы вычислить среди них туристов и обилетить. На подходе к площади меня сразу приметили, это было видно по сосредоточенной физиономии, выглядывающей из окна контролера. Ну окей, подумал я, поищем обходные пути. На площадь Дурбар ведут очень много улиц, но, как я говорил, на основных улицах стоят чекпосты. И они даже умудрились узнать меня со спины, когда я думал, что уже проскочил. Не знаю как, но спустя минут 20 какими-то узкими улочками я все-таки пробрался на эту площадь. Что ж, непальские храмы были очень красивые, но после землетрясения многие из них пострадали. И половина построек была в стадии реконструкции. Иностранных туристов было очень мало, а в основном были местные жители, которые с удовольствием делали селфи на фоне достопримечательностей. Купив себе кое-какие сувениры и новый шлем, я полностью оплатил аренду байка и решил на следующее утро выехать из Катманду. Уже заранее я с ужасом предвкушал, как я буду выезжать из Катманду по этим узким, забитым людьми и транспортным улицам. Но по факту движения оказалось все намного легче. Узкая улица быстро закончилась, и можно было уже более-менее передвигаться по шоссе с несколькими полосами для движения. Хотя о чем это я? Если сравнивать Агру в час пик, когда люди возвращаются с работы, либо другой большой город в Индии, то прогулка по Катманду окажется детской забавой.
Из Катманду я направляюсь в Илам, но так как ехать почти 500 километров, то я заночую в городе Бардибас. Также меня сегодня будет ждать прогулка по красивому горному серпантину. Доброе утро, я в окрестностях Бардибаса. Это 200 километров от Катманду. Сейчас еду в Илам. Это мне нужно проехать 300 километров. Где-то часов 8 Google показывает. Ну, как-то, надеюсь, дорога будет не такая вся в серпантине, как вчера. Честно, я устал. Километров, наверное, 150 это было серпантинов одних. Классно так. Какая-то деревенька. Вокруг леса. После Катманду самое то отдохнуть. Я остановился завтракать. Вообще, дорога не очень. Везде ремонт, пыль, грязь. Вчера было поинтереснее. Но пока еще ничего, пока вот это самое плохое закончилось, надеюсь. Ну а дальше будет видно. К сожалению, плохая дорога не закончилась. И мне опять пришлось ехать по дороге, на всей протяженности которой ведутся ремонтные работы. Для снижения скорости через каждые 300-500 метров были сооружены насыпи из грунта, который брался тут же у обочины дороги. И это, конечно, сработало, хвала гениальности непальских инженеров. Неважно, что, проезжая по этой насыпи, транспорт создавал огромное количество пыли, которой дышали не только местные жители, которые живут у дороги, но также и сами рабочие.
конце концов я свернул с этой дороги на очередном повороте, и моим глазам предстала совсем другая картина. Скромное жилье на пыльной улице сменили красивые двух- и трехэтажные дома, утопающие в зелени пальм и цветов. Похоже на непальский Беверли-Хиллз, подумала я. Если такая дорога будет до Элама, это будет отлично. До Элама оставалось не более 60 километров, но Google карты мне почему-то показывали время прибытия около 2,5 часов. Дорога была в принципе хорошая, и я не мог понять, почему мне придется так долго ехать. Но где-то уже закладывались сомнения, что меня ждут не очень приятные сюрпризы. Ну, собственно, понятно, почему мне придется так долго ехать. Из-за этой замечательной дороги. Но, возможно, будет дальше еще хуже. Попал в какой-то другой мир. Сначала прекрасные трехэтажные дома, теперь вообще лес с какими-то деревьями такими высокими. Ну, сказочно. Только я ехать заколебался уже. А ехать еще километров 50, нет, километров 40 с чем-то. Короче, заблудился я тут. Поехал туда, там тупик. Надо ехать по берегу реки. В общем, вот так. Ну ладно. Интересно, тут нормальная дорога будет или нет? Ехать еще 20 километров, а еду я со скоростью 10 километров в час. Ох, зачем же я сюда поехал?
спускаться еще хуже, чем подниматься. Все, лежу. Приехал я в Илам где-то после 7 вечера, а мои приключения закончились. Да, дорога, конечно, ужасная. Это километров 15-20, просто нету дороги, там подъемы чуть ли не под 90 градусов и такие же спуски. 2 раза я уронил байк, 2-й раз вообще неудачное сцепление попало на нейтралку, я начинал поднимать, а он катится просто вниз. Еле поднял его. Оказывается, в Илам две дороги, одна 300 километров, другая 340. Вот, я поехал по короткой, но это очевидно, я даже не знал, что есть длинная. Но по длинной бы я не поехал. Но да, очень красиво там было. Такие неимоверные просто виды, чайные плантации, вообще дикие места, леса. Но туда соваться — это такое дело, ну, навряд ли там будет опасно, там скорость минимальная, но просто байк падать будет часто, потому что камни, вот эти все выложены из камней или песка, или все это вместе перемешку. Не знаю, что делать в Иламе, честно. Это такой деревенский поселок. Тут и постоянный смог. Вот я с Индии вылетал, все было в смоге, и здесь в горах все-таки я думал, здесь будет почище. Все затянуто дымкой какой-то. Не знаю, что это. Наверное, это все-таки грязь от городов, от этих. Сейчас проеду, покатаюсь где-нибудь, может что-то интересное найду здесь. Завтра поеду по длинной дороге, потому что 2-й раз по этой дороге я не хочу ехать. Там спускаться намного сложнее, чем подниматься по этим камням. Илам — это небольшой город на востоке Непала на высоте 8000 метров над уровнем моря. Важную роль в экономике города и окружающих территорий является производство чая, которое здесь началось с 1863 года. В 1868 году здесь была построена чайная фабрика, а чайные плантации занимали территорию в 135 акров. Местные туристы приезжают в Илам, чтобы погулять по парку с чайными плантациями и полюбоваться горными видами. В центре поселка достаточно жилья на любой вкус и кошелек. Стоимость номера стартует примерно от 1000 рупий, это $8. Вот с кафе и ресторанами здесь не очень хорошо, но выход из этой ситуации тоже есть. Можно заказать еду в отелях и гестхаусах, где сдаются комнаты. В Иламе я переночевал 2 ночи и потом отправился в Бхактапур.
Бхактапур – город верующих. Город, обладающий огромным количеством выдающихся архитектурных памятников. С XIV века и до второй половины XVIII века город является столицей династии Мала. С того времени сохранилось 172 храма и 32 искусственных пруда, а также множество жилых домов, украшенных деревянными барельефами. Хотя в 1934 году Бхактапур был разрушен землетрясением, вскоре он был восстановлен, и в 1979 году архитектурное наследие города было включено ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Это одно из немногих мест в Непале, которое мне пришлось по душе. Здесь можно спокойно погулять по улицам и любоваться древними храмами, не боясь, что тебя собьет какой-нибудь гонщик на мотоцикле, как, например, в Катманду. Центральная площадь собрала вокруг себя очень много торговых рядов, где можно купить сувениры, какие-то бытовые товары, фрукты и продукты питания. Здесь можно недорого поесть в локальной забегаловке для местных или посетить какое-нибудь кафе, рассчитанное на иностранных туристов. Гостиницы с очень доступными ценами позволяют сдержаться туристам в Бхактапуре на несколько дней без существенной нагрузки на бюджет. За осмотр площади и храмов на ней никто с меня денег не потребовал. Однако я пожертвовал немного денег в ближайшем храме, так как понимаю, что люди должны поддерживать то прекрасное, что создано нашими предками. В Катманду я же специально ничего не платил, потому что не люблю, когда туристы выступают в роли дойных коров, а для местных все бесплатно. То количество иностранных туристов, которые посещают Непал, не могут в должной степени наполнить бюджет страны. Для местных тоже можно было ввести какую-нибудь символическую плату за вход, чтобы они поддержали свое наследие. И я бы не сказал, что местные жители Непала живут в такой бедности, как, например, африканские народы. Сегодня приехал в Бхактахур. Это 170 километров от Бардибаса. И 340 километров я вчера проехал от Илама. Да, эта дорога, которую я выбрал в этот раз, она оказалась длиннее, но она вообще нормальная, очень красивая, очень высоко пришлось подниматься, где-то километров 60 красивой горной дороги, ну а потом так себе, и остальные где-то 100 километров я, наверное, ехал 2 часа в одной, просто как в тумане, там ремонт, наверное, специально для меня все это. В общем, мне уже под конец сдали нервы ехать все время в пыли, и я ехал больше 10 часов, 340 километров. Моя маленькая комната в Бхактахуре стоит $5. Собственно, она довольно-таки опрятная, ничего здесь нету, пару столиков, одна кровать и все. Но взял себе вот самосов непальских, еще не пробовал, но уже заскучился за индийскими. Сегодня поем самосов. По 20 рупий штука стоит. В Индии 10, но тут же курс выше, в принципе, выходит на индийские 15 рупий где-то. И завтра я поеду в Читван. Хочу посмотреть на носорогов, если получится. Никогда не видел живого носорога. Надо будет взять прогулку с проводником и на целый день погулять по этому заповеднику, по Читвану. Вот, и потом я, наверное, вернусь в Катманду, вернуть байк и все. Доброе утро. Сейчас 6 утра, и я отправляюсь на сафари. Я вчера приехал в Читван, переночевал, и вот с утра мы идем пешком в поход, посмотреть, что тут вообще происходит. За сафари с меня потребовали 5000 рупий. 3000 само сафари и 2000 билет для входа в заповедник. Самое интересное, что билеты я так и не увидел. А вместо входа мы перелезли через какой-то забор и потом колючую проволоку и оказались в самом заповеднике.
В качестве телохранителей от диких животных со мной отправились два гида. Один постоянно шел спереди, второй прикрывал мою спину сзади. Вначале все было интересно, потому что я первый раз попал в такое мероприятие. Стараясь не шуметь, мы пробирались сквозь джунгли в поисках диких животных. Пока нам попадались косули в кустах и всевозможные птицы. Потом, как бы случайно, мы нашли череп косули. Однако чуть позже один из проводников насторожился и повел нас в кусты, где мы нашли часть убитой косули. Проводник сказал, что это охотится тигр. Мы засели на противоположном берегу и стали ожидать тигра. Через час ожидания мне стало скучно, и я решил вздремнуть. В общем, тигр не появился, возможно, он уже был не голоден. Проводники о чем-то посовещались, и мы отправились опять на поиски флоры и фауны. Больше всего я, конечно, хотел увидеть носорогов, этих мощных животных, обращенных в латы из кожи. И спустя какое-то время мне повезло. Мы увидели первую пару носорогов за рекой. Чуть позже мы заметили двоих носорогов, которые направлялись в нашу сторону. Когда они приблизились к нам на достаточно близкое расстояние, проводник начал шуметь, и носороги убежали. А свои действия он объяснил в целях безопасности. За целый день мы увидели больше 20 носорогов. Они обитают в основном возле луж с грязной водой. В этих лужах целые семьи носорогов нежились в теплой воде и заодно спасались от жары. Для тех, кто отправляется в заповедник Читван, увидеть носорогов не составит труда. Их продукты жизнедеятельности попадались нам на каждом шагу в виде огромных куч. Несколько раз нам попадались косули и пару раз дикие кабаны, а также мы видели диких куриц и всевозможных водоплавающих птиц. Поход по заповеднику я считаю выполненной миссией, потому что носорогов я увидел, а это все-таки редкие животные. И увидеть их в дикой природе — это все-таки интересный опыт. Мое мотопутешествие по Непалу закончилось. На один день я хочу поехать в Покхару, так как она находится недалеко, а затем в Катманду, чтобы вернуть байк хозяину. За 10 дней я проехал 1500 километров. Обычная дистанция в районе 200 километров в день, но пару раз я проезжал по 340 километров, и это было тяжеловато и занимало порядка 10 часов времени. Мой маршрут не претендует на лучший, но я его и не планировал заранее. С Катманду я отправился в Илам, заночевал в Бардибасе. Побывав один день в Иламе, я отправился в Бхактапур, опять-таки переночевал в Бардибасе. Из Бхактапура я поехал в Читван на сафари, потом в Покхару, а из Покхары в Катманду. После того, как я вернул мотоцикл, я вздохнул с облегчением. Если честно, то удовольствия от поездки я получил очень мало. Дороги в Непале плохого качества, везде идут ремонты, основные трассы — это всего лишь 2 полосы. По этим 2 полосам едут автобусы, грузовики и остальной транспорт. Чтобы проезжать больше, чем 100 км в день, постоянно приходится выезжать на встречную полосу. Из-за ремонтных работ на дорогах очень много пыли и выхлопных газов от грузовиков и автобусов. Получается, 80% пути ты дышишь этой гарью, пылью, следишь за дорогой, и только 20% движения любуешься какими-то красивыми пейзажами и едешь расслабленно. Ну, как говорится, не попробуешь, не узнаешь.